маньяна, аурита, то, что аурита, типа, сейчас и никогда, знаешь, типа, все зависит от интонации. То есть он может вызвать машину скорой помощи домой бесплатно? Может. От тарологов до шаманов, вот это все сюда, все к нам. То есть если сравнить Москву с Мехико, мне кажется, что Мехико дешевле. А в Мексике по статистике не потребляют столько наркотиков, сколько потребляют в США. То есть я, допустим, как беженец, получил бесплатную страховку от государства в определенных медицинских центрах. Все, что сюда привозят, это привозная вода. То есть из крана привозная вода течет? Вся, абсолютно. Госуслуги, хорошее все, типа быстрая там, бюрократия, да, там, не выходя из дома, но у тебя диктатура. Тут убивают прямо на входе в аэропорт с мачете. Когда ты ездишь, допустим, в Мексику, потом возвращаешься, и ты как возвращаешься в колонию исправительного режима, знаешь, типа ты не можешь это делать, не можешь то сделать. Если ты там в центре города, в историческом, и тоже там, не знаю, достал свой кошелек и пересчитываешь свои доллары, наверное, тоже не очень умное решение. Традиционно Плая-дель-Кармен — это типа столица России, суккурсаль. Господи, как здесь можно жить, эти ужасные мексиканцы. Здесь нет гречки, клеров, которые я люблю. Ты слышишь? Это зов древних земель. Латинская Америка шепчет сквозь тишину джунглей, шум океана и дыхание вулканов. Мы пройдем туда, где нет толп и банальных маршрутов. Там тебя ждут не просто фото, тебя ждет настоящее пробуждение чувств. Получи уникальный маршрут, личное сопровождение, комфорт как дома и полную безопасность даже в самых диких местах. Хочешь почувствовать силу мира, где правит природа и дух свободы? Смотри ссылку в описании и сделай первый шаг туда, где начинается приключение. Ну давай, Юрий, дуть. Жги. Дуть. Будем дуть сейчас. Первый, мне кажется, во всем мире по производству марихуаны. И типа, который марихуана подняла Мексику с колен в свое время. Вот, типа, главный продукт. Типа, пока не пришел кокаин в конце, по-моему, 90-х. Ну вот, из Колумбии. Когда его не стали привозить. Мне кажется, марихуана была главным продуктом. Но если ты хочешь быть Юрием Дудем, надо сидеть, как это сказать, сползти по стулу, вот он все время вот так потяни. Я не знаю почему, потому что у меня спина болит. На третьем, на четвертом часу. Да, он уже просто вот так вот когда стекает. Уже все там. Всем привет, это Мексика, и мы встретились с Артуром. Сегодня он расскажет, чем он здесь занимается. Поехали. Самый главный вопрос, Артур, почему Мексика? Очень будет странный ответ: из-за прав человека. Из-за прав человека. Да, потому что я понял, что хочу в определенный период своей жизни, понял, что хочу жить в месте, где я могу жить свободно, где я могу не бояться ничего, и где меня защищают с точки зрения там, государства и так далее. Поэтому выбрал Мексику. И в каком году ты перебрался? В 21 году. Окей. На исходе пандемии, скажем так, когда все еще было закрыто здесь, в Мексике. Я просто понимал, что что-то гайки закручиваются, и с каждым разом, я из Питера, мне было проще, в Питере всегда было посвободнее, чем во многих городах России. Вот. Но в какой-то момент я понял, что что-то я как-то, особенно на контрасте, когда ты ездишь, допустим, в Мексику, потом возвращаешься, и ты как возвращаешься в колонию исправительного режима, знаешь, типа, ты не можешь это делать, не можешь то сделать. Вот. И в принципе, как бы, я посмотрел по ситуации политической, мне не очень все нравилось, вот, уже давно, да, а сказать что-то и высказать, или там пойти на митинг, оно мало чего решало, кроме того, что тебе пришивали какое-нибудь дело. Вот. Я как журналист, даже как журналист не мог пойти на какой-нибудь митинг, потому что журналистов дубасили и делали, что хотели. Поэтому было, я составил себе списочек, куда я могу поехать, список стран. Вот. И из этого списка выбрал Мексику, потому что Мексика я уже знал хорошо, я много раз здесь был. У меня здесь была куча друзей, и у меня уже был базовый испанский, поэтому мне было проще уехать. Ну, когда ты приехал в 21-м, как ты легализовался? По какой программе? У меня была виза
на 10 лет туристическая, и я прекрасно думал, что я буду жить по этой визе 10 лет, и каждые полгода ездить в Россию, навещать там, своих друзей, свою маму и так далее. Вот, и там искать здесь медленно работу. Вот. В какое-то время типа я думал, что я поменяю режим на рабочий, да, эту визу. И все, то есть у меня была виза, и я спокойно себе прожил по этой визе почти год, до февраля 22 года. А потом виза аннулировалась у тебя? Что? Нет, когда началась война, я в тот же день, когда все это началось, я понял, что я, конечно, не вернусь никогда. Вот. По ряду причин. Первое, потому что я не хочу в этом участвовать, ни в каком виде. Вот. Конечно, мне никто не прислал в первый же день повестку, да, но типа было понятно, что я в идеальном возрасте для любых повесток, что потом и было доказано на примере многих моих друзей, которые получили повестку в сентябре того же года. Вот. Соответственно, я как бы решил, что, ну, то есть куда я поеду, да, значит. Ну и когда там начали первые посадки из-за дискредитации, типа, армии почти в марте, там уже начали, ну не посадки, а первые дела начали открывать, типа, там, за слова «война», за слова, там, типа, там, за посты в Фейсбуке и так далее. В общем, я понял, что, конечно, куда я поеду, вот, и я еще целый месяц думал, что делать, вот. Потом в марте заблокировали все банковские карточки благополучно. Вот, и я еще остался и без денег. Вот, а когда ты здесь не резидент, а у тебя просто... Подожди, а у тебя заблокировали с чем? Российские карты все заблокированы. Ты не можешь снаружи использовать. Окей. Да? И, соответственно, я остался без зарплаты, которая мне приходила на мою российскую карту, потому что я работал, естественно, на российские медиа. Вот, и, соответственно, и курс валют, там, рубль тогда грохнулся туда, что моя квартира, которую я платил здесь, там, не помню сколько, но она стала в 3 раза дороже. Вот. А когда ты здесь турист, ты не можешь открыть здесь ни карточку, ничего. Ну, сейчас уже попроще, сейчас можно кое-что, там какие-то лазейки есть. Вот, а тогда вообще ничего не было. То есть даже если у тебя есть крипта, как ты ее выведешь, если у тебя нет местной карточки? И, соответственно, стало понятно, что нужно что-то делать, как-то легализоваться здесь каким-то способом. Ну и, соответственно, было 3 способа. Это первый, были ковидные правила до сих пор, и можно было типа получить ВНЖ, заплатив тогда, по-моему, что-то было 10 тысяч, что ли, без, вот, то есть $500 плюс-минус за ВНЖ временный, без разрешения на работу, то есть тебе давали просто ВНЖ. Вот. Второй вариант – заплатить кому-нибудь взятку. И там типа, там уже вариантов много, там у тебя есть какой-то отец мексиканский, дети, там варианты, когда тебе дают этот ВНЖ по взятке, их много. А ты служил в армии? Нет, я не служил в армии, у меня категория Б, вот, потому что у меня травма ноги сильная. Вот. Но, соответственно, с моим категорией Б меня сейчас бы спокойно бы куда угодно призвали. Вот. И я, соответственно, подумал, что надо просить убежище, тем более здесь я могу это сделать официально. Ты получил убежище, и тяжело вообще было на работу устроиться здесь? Мне кажется, тут все зависит от 2 факторов. Первое – от желания найти работу, и второе – от того, говоришь ли ты по-испански. У меня уже к тому времени, спустя год жизни в Мексике, был, в буквах это был B2. Это типа, когда у тебя уже такой продвинутый уровень испанского. Соответственно, пока я получал уже убежище, у меня он уже стал C2. Я уже стал native. Я стал говорить на испанском свободно. И, соответственно, когда ты говоришь по-испански, здесь нет проблем, чтобы найти работу. То есть я нашел работу переводчиком в университете за 1 месяц. Не сильно, скажем так, утруждая себя. Переводчиком русско-испанском? Угу. То есть я переводил учебные программы с русского на испанский и с испанского на русский. Вот. Тут есть много международных программ, которые требуют, типа, чтобы у тебя была документация вся в 2 вариантах, раз типа, у тебя есть студенты из России, например, или наоборот, когда ты посылаешь студентов в Россию там, учиться. Вот. Поэтому я поработал так целый год. Сейчас я работаю в кино, и это тоже было несложно. А чем ты занимаешься сейчас в кино? Ассистент продюсера. А ты сам вообще верующий? В религиозном смысле нет. Не крещеный? Я крещеный, но меня никто не спрашивал, хочу я быть крещеным. В 3 года вряд ли дальше это. И судя по видео, которые сняли на моем крещении в Александро-Невской лавре, я был не очень счастлив. Вот. То есть ты атеист? Ну, наверное, да, атеист. Плюс еще, наверное, я наверное, могу поверить в некое что-то
Мне больше нравится вот мексиканская культура, да, то есть то, что связано с природой, да, если мы откинем католичество, да, то есть вот это их, допустим, преиспаника, да, культура доиспанская, она мне больше нравится, потому что ты там можешь, не знаю, танцевать что-то, да, и вызвать дождик. Мне вот это мне больше нравится, мне больше устраивает. Ну, какая культура? Майя или какая культура тебе нравится? Слушай, сказать, что прям, ацтеки, наверное, странно говорить, что им не нравится, потому что они убивали все, что движется, все, что не движется, они двигали и убивали. Вот. Но их мифология, да, как бы, и их ритуалы, наверное, мне нравятся. И мне, наверное, нравится сейчас то, что есть, до сих пор существует, допустим, культура рарамури, то есть все native, как они, indigenous, то, что, да, здесь называется indigenous natives, они мне нравятся, потому что у них очень прикольная культура до сих пор сохранилась, то есть они не стали католиками, вот, и при этом у них очень много, не знаю, связанных с природой традиций, не знаю, ты можешь съесть пиоты, потанцевать и обрести какой-то новый талант. Например. То есть ты часто посещаешь вот эти компании? Слушай, нет, не часто. Во-первых, если ты часто будешь посещать, то ты это... Уяску, наверное, еще пробовал, да? Уедешь куда-нибудь. Не, на самом деле я вообще не фанат всего, типа, как это называется? Мы не пропагандируем наркотики, да? Вот. Я не очень фанат всего этого, когда ты не можешь себя контролировать. То есть мне все-таки нравится, когда я в сознании, допустим, когда ты там ездишь на грибные церемонии, на грибных церемониях ты как минимум себя контролируешь, вот, потому что если ты ешь пиоты, то ты себя не контролируешь. Вот, поэтому мне, наверное, нравится больше вот эта сторона грибная, скажем так. Вот, но опять же, это типа там раз в год максимум, потому что если ты будешь каждый день это делать, то ты точно куда-нибудь отъедешь. Ты чувствуешь зов перемен, где-то там, за горизонтом, начинается твоя новая жизнь. В каком уголке Латинской Америки ты найдешь себя? Наш канал – это проводник в неизведанное. Истории русскоязычных переселенцев, секреты жизни за границей и то, что не расскажут в глянцевых блогах. Подпишись, спроси, исследуй. И помни, твой новый дом может быть ближе, чем ты думаешь. С точки зрения жизни в Мексике, как вообще здесь медицина? Насколько она квалифицирована? Это тоже по-разному, и мне кажется, бесплатная медицина здесь может быть отвратительная и может быть супер уровня. То есть я работаю с беженцами как активист, и часто с беженцами-мигрантами русскоязычными. И часто у них случается что-то, там, не знаю, там, одна девушка натерла мозоль и довела свою мозоль до гангрены. У нас был такой вот случай. Вот. И у нее нет, естественно, ни страховки, ничего, она была в пути в США. То есть она здесь ждала свою очередь перейти границу, когда она была открыта. И, соответственно, она пришла ко мне, когда там уже без слез на это смотреть было нельзя. Вот, это, знаешь, гуглишь в гугле болезни, у тебя выходят самые страшные картинки. Вот примерно вот там вот это было. И мы поехали в главный госпиталь, который здесь, госпиталь Хенераль. Нас приняли бесплатно, без страховки, без всего, за 10 минут. То есть нас никто там, мы не стояли в очереди, как многие, полдня. И все сделали. То есть был уровень топ. Это бесплатная медицина. А почему не отказали? Обычно, говорят, все отказывают. Нет, вообще не имеют права отказывать по правам человека, опять же, который тут есть. Вот. Ты имеешь право на бесплатную медицинскую скорую помощь. То есть, если ты хочешь прийти зубы залечить, конечно, это не скорая помощь. Или там ты хочешь провериться, у тебя что-то там, типа, у тебя болит желудок. Это не скорая помощь. Скорая помощь здесь бесплатная. То есть он может вызвать машину скорой помощи домой бесплатно? Может. Но проблема в том, что как бы тебя могут, не знающие, как все устроено, медики, тебя могут попросить, что ты будешь платить потом деньги. Да. Да, но это неправда. То есть это все решается уже на месте в больнице, и ты имеешь право. Окей, но если медики к нему приехали, оказали медицинскую помощь на дому, в больницу его не везут. Здесь не оказывают на дому помощь. Нет. Всех везут. Повезут в больницу. Окей. И ты в больнице... Здесь врачи, которые, грубо говоря, фельдшеры, которые на скорой, да, они тебе там могут что-то вколоть, из серии, чтобы ты не умер по дороге, вот, но в основном тебя заберут в больницу. Да. Помощь на дому оказывать не будут? Нет, не будет. И участковых, которые на дом ходят, здесь тоже нет, естественно. Здесь участковые? Нет. Но здесь есть бесплатный... То есть я, допустим, как беженец, получил бесплатную страховку от государства
в определенных медицинских центрах. Здесь есть градации центров, типа, вот. И я в базовый могу ходить бесплатно, мне еще лекарства бесплатно дают по этой бумажке, вот. И на эту страховку имеют право все безработные мексиканцы, и в том числе, вот, допустим, у кого есть ВНЖ, да, или там беженцы, или мигранты, у которых есть какие-то документы, хоть какие. Вот. То есть, ну, здесь можно получить хороший уровень медицины, а можно получить ужасный уровень медицины. Например, насколько я знаю, ну, от своих друзей, там, у меня есть пару друзей, у которых был рак здесь, ну, они мексиканцы, онкологию здесь хорошо лечат. Бесплатно? Бесплатно. Вот. Проблема может заключаться в другом, в том, что, там, не знаю, лекарства не купили в этом месяце, например, и ты резко, а тебе нужно продолжать, например. То есть там есть какие-то бюрократические проблемы, но уровень медицины, в принципе, здесь достойный. Ну и, соответственно, если у тебя есть деньги, ты всегда можешь купить себе страховку. Здесь есть волонтерская страховка, которая, грубо говоря, как ДМС, но ты платишь государству, и ты от государства имеешь эту страховку. Окей, ну сколько эта страховка может стоить? Она стоит, сейчас скажу, в месяц. Ты можешь выбрать, сколько ты хочешь платить, потому что, типа, там есть минимальный платеж, по-моему, минимальный 8 тысяч песо. Это значит примерно, сколько это тебе, $300? 400. А если он пойдет не по волонтерской программе, а в обычную страховку покупать, это сколько страховка стоит? Ну, частные страховки, допустим, у меня подруга покупает очень дешевые, у нее там куча всего входит, там, по-моему, 5000 она платит песо в месяц. Ну, вот. Ну, то есть это же дешевле, чем волонтерская, которую ты описал. Да, ну, типа, там у тебя есть список того, что у тебя входит, да. То есть вот в волонтерский ты ко всему имеешь, даже вплоть до стоматолога. Вот. И если у тебя там, не знаю, не дай бог, там случилась онкология, и все туда входит. А входит туда, сразу вопрос по страховке, если он приехал в эту страну, в Мексику, купил волонтерскую страховку и, ну, попал в какое-то ЧП, скажем так, получил сильную травму, его надо репатриировать на родину. Нет. Это уже должна быть у тебя страховка с твоей страны, репатриация должна быть. Ну, типа, многие же покупают эти туристические страховки, там входят, как правило, эти. Не всегда. Ну, но она не дешевая. Да, они совсем не дешевые. Ну, насколько я помню, что у нас были такие случаи среди знакомых, кто попадал как раз в ДТП и так далее. И это было очень сложно, в основном мы собирали деньги. Ну да, потому что в основе это все-таки частный случай, и никакая страховка не покрывает. Да, потому что у моего друга, мексиканца, у него бойфренд колумбиец, и его сильно избили, и у него было две операции, он лежал здесь в коме 6 месяцев. Вот, соответственно, они посчитали, что проще его увезти к себе в Колумбию, потому что там у него страховка, если там он будет лежать бесплатно. Ну, типа, там не надо платить ни за что. А здесь они платили за каждый день его пребывания в больнице. И, соответственно, когда стало понятно, что надо его вывозить, стало понятно, сколько стоит самолет для лежачего больного. То есть тебя не могут вывезти в обычном пассажирском самолете. Ну, вот. Если требуется медицинская помощь, мы поможем. Вот. И, соответственно, они заплатили $1 миллион песо за перевозку человека в Колумбию. Это не в Россию везти, это тут рядышком, что называется. Но как бы им повезло, здесь был какой-то очень крутой колумбийский футболист. Он узнал про этот случай, и он пожертвовал типа, $1 миллион песо просто незнакомому человеку, чтобы его перевезли. К сожалению, мальчик умер, вот, но как бы хотя бы он умер у себя дома, там, не в больнице здесь. На сегодняшний день мы, имея партнеров Мексика, Панама, Сальвадор, можем любого пациента эвакуировать, транспортировать не только медицинским бортом, а также регулярным рейсом. Потому что есть специалисты, которые имеют опыт воздушной транспортировки. Поэтому мы такую услугу предлагаем. Росмедицина, обращайтесь. Знаешь, вот по поводу стоимости жизни. Насколько здесь вообще дорого, если сравнить с Россией? Ну, а тут, как и Мексику, в целом сравнивать с Россией тяжело, потому что Мексика очень разная, да, ты можешь жить здесь, в Мехико, достаточно, ну, жилье, допустим, дорогое, да, как московские цены, там, а можешь жить в каком-нибудь маленьком городке и платить вообще 3 копейки, да, там, типа, за жилье. То есть, так же, как и в России, ты можешь жить в Москве, в Петербурге, там, в Казани и Новосибирске, а можешь жить где-нибудь, не знаю, в Череповце, это мой город, я все время привожу его в пример любимый, значит, типа, там, из серии, можешь жить в Череповце, и там будет гораздо дешевле, вот, поэтому, как бы,
вопрос, что с чем сравнивать, да. То есть, если сравнивать Москву с Мехико, мне кажется, что Мехико дешевле. Ну, с тем же Питером, где ты жил. В Питере жилье намного дешевле, ну, то есть в разы дешевле, да. Питерская недвижимость всегда была супер дешевая, и она не входит в сравнение с Москвой. То есть здесь жилье дороже, чем в Питере, но еда дешевле в разы. Просто не знаю, во сколько раз ты здесь дешевле можешь есть. То есть даже кафе и рестораны дешевле? Ну, рестораны, если ты каждый день ешь в ресторанах, и здесь, где мы сидим, в Паланка, то, ну, конечно, извини, да, значит, типа, вот. Но если ты ешь в традиционных местах, где едят мексиканцы, даже каждый день, в фондах или там в комидорах, то ты будешь меньше тратить намного. Я, допустим, готовлю дома и покупаю продукты на рынке. Это вообще просто это на уровне просто копеек. Когда ты приходишь с рынка, у тебя там 500 мешков, а ты потратил очень мало. Ну, ты сказал, что ты помогаешь с беженством в Америку, правильно? Нет, я помогаю с беженством здесь, в Мексике. Окей, ну просто к тебе обращались, что ты там тоже их консультировал, помогал. Не проявилось ли у тебя самого желания в тот момент пересечь и улететь в Америку? Вот куда вообще ни разу не хотел, знаешь, только как турист типа съездить, потому что мне очень нравятся национальные парки. И я просто, вот, ну, я занимаюсь хайкингом, и поэтому, когда я вижу красивый парк, мне прям очень хочется, и, соответственно, в США мне хочется только в парке. В Йеллоустоун, значит, в Секвойе посмотреть, Гранд Каньон, и все, мне достаточно, мне там ничего не интересно. Вот, никогда не было такого желания. За 3 года, пока я работаю с мигрантами, кто пересекал границу США, через меня прошло более 2000 человек точно. То есть, типа, там какие-то консультации, помощь и так далее. Вот. То есть я вижу, как они тяжело очень сейчас живут там, и гораздо тяжелее, чем они бы здесь легализовались. И до сих пор ни у кого нет никаких документов, хотя там прошло, допустим, 3 года, а у тебя суд еще на 2028 год, и не факт, что ты его выиграешь. Я подумал, что, наверное, ну, как бы это для очень смелых и безбашенных людей идти пересекать границу, потом там жить. И то, что сейчас происходит в США с приходом Трампа, и как депортируют россиян назад в Россию, неважно, какая там есть опасность их ждет, например, ну, для меня это типа просто невообразимо здесь. Здесь такого не может произойти. Ну, по крайней мере, в ближайшие, там, сколько лет осталось у местной президентки, по-моему, 5 лет, в ближайшие точно не произойдет. И сколько человек депортировали с приходом Трампа? С приходом Трампа, ну, то есть я, естественно, не веду дела в США, то есть я веду дела только здесь на территории Мексики, я работаю с АКНУРом, это агентство от ООН, вот у них офис тут рядом, у тебя тут почти за стенкой. Значит, это комиссия ООН по помощи беженцам. Соответственно, мы с ними там как-то координируем. И просто вот за последний месяц, то есть за июнь, да, депортировали 18 россиян. Ну, вот. Те, которые были год уже в тюрьме там. То есть они ждали типа, сначала свой суд, первый, который тебе ничего не дает. Просто этот суд дает тебе разрешение выйти из тюрьмы. Они проигрывают эти суды, и дальше их депортируют. В основном, то есть вот 18 человек это были все геи. То есть типа их всех вместе и депортировали назад. Вот. Это очень плохая тенденция, потому что раз судья в Америке считает, что уголовное преследование в России – это не угроза, это очень странно. Типа, а что тогда я должен предъявить? Что меня там ждут люди с топорами, с вилами, там, что… Как доказать тебе еще, да? Там? Но мне кажется, они не выделяют сейчас именно Россию, просто и мексиканцев также депортируют. Ну, мексиканцев на самом деле не так уж много депортировали, несмотря на угрозы, которые Трамп обменивался с Клаудией Шейнбаум, местной президенткой. То есть там все, в принципе, депортируют только нелегалов. А здесь люди, которые просили убежище, но не выиграли суды. Это в целом очень странно, потому что тебя по закону и вообще по конвенции по правам человека тебя должны отправить не в твою страну, а в страну, откуда ты приехал. То есть, условно говоря, если ты пересек границу из Мексики в США, тебя должны обратно отправить в Мексику. Но они стали депортировать прямым путем домой. Причем нет прямых самолетов, естественно, из Америки в Россию, поэтому тебя депортируют сначала в Турцию, там тебя встречают ФСБшники прямо в Турции, в Стамбуле. И тебя упаковывают и типа везут дальше в Москву. Это все бесплатно. Да, это все бесплатно. Вот. Но при этом там, как бы, мы пока не знаем, потому что у нас нет данных, как у международных активистов, у нас нет данных из России. То есть там, вероятно, ведутся с ними какие-то беседы по дороге, уж что там происходит, черт знает. Значит, мы ведем, конечно, дела, что типа мы сразу же предлагаем там нанять адвоката, помочь
на случай чего, потому что ты же не знаешь, куда тебя везут и вообще, что с тобой будет. Как вообще в Мексике с преступностью? Говорят, Мексика опасна, наркокартели, на улицу не уходи, сюда не ходи, в общем, сиди дома. Да. Мой любимый случай, это когда как раз я активно работал с мигрантами-беженцами, мне позвонил один мальчик из аэропорта, и такой говорит, я боюсь выйти из аэропорта. Я такой, почему? Он такой, я смотрел какой-то фильм, и тут убивают прямо на входе в аэропорт с мачете. То есть это что в голове у человека, что там у него там в Мексике люди с мачете гуляют. Мне кажется, опять же, все зависит от того, где, потому что если ты на границе США или на границе с Гватемалой, это самые ужасные места, которые ты можешь себе вообразить, и, наверное, туда не стоит ездить. Таких в стране в самой нет, да, мест? Ну да, типа, лучше туда не соваться. То есть я ездил в прошлом году на 2 границы, в том числе по работе и за кино, там, на съемки. Соответственно, я был в Сьюдад-Хуарес, малоприятное место. То есть ты туда не очень хочешь вернуться. Вот. То есть ты ощущаешь себя там, как во время... Ну, какая-то милитари-зона такая, знаешь, типа, но в перемирии. Вот. И ты выходишь, вроде ничего не происходит. Это граница с Гватемалой ты сейчас говоришь? Нет, это Сьюдад-Хуарес, это США, это северная граница. Окей. И мы ездили в Тапачулу и в Чиапас на границу с Гватемалой, вот, как раз из-за мигрантов, и где находится настоящий концентрационный лагерь с мигрантами, их там 500 тысяч человек в лагере сидит, их никуда не выпускают. Вот, тоже мало приятного. Вы за границей, все незнакомо, все чужое, и вдруг здоровье под угрозой. Что делать? Вас не оставят одних. Росмедицина как тень, что всегда рядом. Мы организуем срочную госпитализацию, эвакуацию, даже роды за границей. И все это в лучших клиниках Латинской Америки и России. Включите Росмедицина в страховку и получите доступ к лечению без доплат. Медицинский самолет, скорая помощь в аэропорту, врачи мирового уровня. Вы не просто пациент, вы под защитой Росмедицина. Когда здоровье – дело жизни. Про преступность с мачете. Да, значит, про чувака, который, да, вот у меня позвонил чувак, да, из аэропорта и говорит, типа, я боюсь выходить, потому что меня могут убить на выходе из аэропорта с мачете. То есть в его голове куча стереотипов от фильмов, которые он насмотрелся. Вот. Это, конечно, было очень смешно, но это, опять же, грустно, что у людей такие предрассудки по отношению к Мексике. Вот. А так, конечно, мне кажется, что самые опасные места – это границы, да, типа граница США, граница Гватемала, и ряд штатов, где находятся, скажем, штаб-квартиры наркокартелей. Да? Это что за штаты? Ну, наверное, самый знаменитый на весь мир из-за всяких перестрелок – это Кульякан, это, соответственно, какое-то, получается, западное побережье Мексики. Соответственно, там Синалоа, это вот штат Синалоа, это традиционно знаменитый, да. Значит, соответственно, штат Тамаулипас, это как раз где Монтеррей туда, на север. Вот, Рейноса города, где, собственно, границы, и опасно. Чиуауа, это где вот Сьюдад-Хуарес, это тоже опасные места. Тихуана традиционно тоже. Вот. Ну и юг, Чиапас, самый юг, там, где проходит граница с Гватемалой. Вот. Там тоже очень много. Все опасное из-за трафика наркотиков. Только из-за этого. И не потому, что этот наркотик везут в Мексику, а потому что этот наркотик везут в США. То есть мы неудачно расположены, у нас неудачный сосед. В Мексике по статистике не потребляют столько наркотиков, сколько потребляют в США, поэтому весь этот продукт везет туда наверх, и ничего хорошего. А в Мехико-Сити нет с наркотиками проблем? В смысле, проблем с их доступностью? Нет, с точки зрения того, что наверняка здесь уже тоже опасные какие-то районы именно с наркокартелями есть, нет? Не, я не думаю, что здесь есть что-то опасное из-за наркокартеля. Здесь опасно из-за уличного хулиганства, воровства и, скажем так, если ты едешь в район, типа на севере, Пекатепек, и идешь размахивая айфоном, то, наверное, с вероятностью 90% тебя ограбят 100 пудов. Типа, да. Если ты там в центре города, в историческом, и тоже там, не знаю, достал свой кошелек и пересчитываешь свои доллары, наверное, тоже не очень умное решение. В целом здесь спокойно, безопасно, хорошо освещено. То есть, вот, типа, если район хорошо освещен, значит, это безопасный район. В остальном это, в принципе, вот воровство. То есть, типа, вряд ли что-то произойдет страшнее воровства. За все время
Пока вот я работаю, допустим, с мигрантами, которые не говорят по-испански, не по-английски вообще, типа, за все время самое страшное, что произошло, это, типа, один мужик подрался с другим мужиком. Значит, потому что, типа, они друг друга не поняли. Ну, у них была дискоммуникация на двух языках. Все. То есть, типа, это самое страшное, что было. А так воровство, очень много воровства. Вопрос. Много здесь вообще русскоговорящих в Мексике? Ну, статистики нет. Говорят, что с началом войны, да, много стало. То есть, как бы до этого вроде говорили, что, типа, на все Мехико живет 40 тысяч человек. Русскоязычных, да, то есть это не обязательно люди из России. Вот, сколько их сейчас, неизвестно, потому что куча людей застряли из-за того, что Трамп закрыл границу, и теперь они все здесь сидят, и, типа, не хотят легализоваться и здесь, и боятся вернуться в Россию, и, в общем, застряли, реально, капитально. Вот, но, мне кажется, большинство русских живут, и россиян, и русскоязычных живут на пляжах, они не живут в Мехико. То есть традиционно Плая-дель-Кармен – это типа столица России, Суккурсаль, как здесь называют, Суккурсаль типа офис, да, типа. Вот, Пуэрто-Вальярта, ну, то есть вот типа пляжные города, которые типа такие с комфортом, где есть все, типа, чтобы жить. Вот, то есть не какая-то деревушка, вот, и, соответственно, они там и живут. Это в основном. Ну и пока люди ехали переходить границу, и как в 22-м году куча народу осела в Тихуане. Они почему ехали еще с большими деньгами, когда это еще можно было вывезти. Они еще покупали квартиры. Теперь, когда открываешь в Airbnb в Тихуане, там одни русские эти владельцы. Ты такой, господи, какой кошмар. И цены сразу такие, типа, стоят миллионы. Все. Поэтому, мне кажется, здесь, в определенных районах здесь высокая концентрация людей из России или русскоговорящих. То есть там в Кандесе, в Паланго, где мы сейчас находимся. А насколько дружно вообще живут? Есть ли какие-то собрания, праздники, не знаю, что? Кто-то предпочитает кучковаться, кто-то нет. Мне кажется, комьюнити русского вообще нигде нет. То есть это как бы вот этот Брайтон-Бич, который знаменитый, он как бы вполне себе иллюзорный, вот. Но мне кажется, есть какие-то по интересам. То есть, допустим, я вот хожу на хайкинг, и у нас там в группе по хайкингу из 200 человек группы, и там, наверное, 50% русскоязычные, да, типа, кто ходит в горы. Есть, я знаю точно, женские чатики, очень много женских чатиков. Потому что здесь очень много женщин, которые состоят в браке с мексиканцами. Это прям классика жанра. Блондинка, высокая, и мексиканцы все просто. Это. Вот, это как трофеи, знаешь, типа для них. И можно не работать. Да, можно вообще делать что угодно, просто быть красивой. Как можно дольше, чтобы жить как-то. Вот, а так, как бы, я бы не сказал, что здесь есть супер комьюнити. Есть какие-то культурные центры, там, в том числе при посольстве. Вот, то есть там можно учить язык, там, если иностранцы, и там, естественно, обитают русские. Есть там ярмарки, есть церковные праздники, когда там ходят там, на Пасху еще что-то. Но в целом я бы не сказал, что здесь есть прям какой-то, знаешь, костяк, есть какой-то, не знаю, ряд лидеров, мнений, которых все прислушиваются. Нет, такого точно нет. Потому что в основном это люди, которые сюда приезжают, нет там большой любви к Мексике, и они в основном жалуются, там, типа, о, господи, как здесь можно жить, эти ужасные мексиканцы, здесь нет гречки, клеров, которые я люблю, там, и так далее. Я всегда говорю одинаково всем людям, аэропорт вон там. Вот, типа, можно сюда вернуться и не страдать здесь. Вот. Я не понимаю, зачем выезжать из своей страны и жить как в своей стране. То есть, мне совершенно это непонятно. Но все-таки, сколько лет ты уже здесь прожил? Твои минусы Мексики какие? Супер медленная, ужасная бюрократия. Бюрократия – это что-то невообразимое, особенно после госуслуг, да, типа ты попадаешь в ад, вот. Но мы с своими друзьями там из России мы сделали вывод, что типа это какая-то некая пропорция. Ты имеешь типа госуслуги, хорошее все, типа быстрая там бюрократия, да, там не выходя из дома, но у тебя диктатура в стране, да, у тебя полный трэш и ты не понимаешь, как получить банальную справку. Но у тебя здесь демократия, да, здесь там, президент может быть один раз в жизни, и в общем, все хорошо устроено. Вот. Наверное, как бы есть какая-то зависимость. Возможно, можно об этом написать какую-нибудь докторскую диссертацию. Вот. Значит, бюрократия, необязательность в целом. То есть, как бы, надо 10 раз напомнить всем людям про то, что они обещали. Маньяна. Маньяна, аурита, то, что аурита, типа, сейчас и никогда, знаешь, типа, все зависит от интонации, от того, как к тебе человек относится. Из минусов, наверное, то, что очень есть определенный кризис профессионалов в своем деле, то есть люди занимают свои должности, ничего не зная.
И, соответственно, когда ты сталкиваешься с ними, там, на разных этапах, это может быть, опять же, бюрократия, ты идешь в институт миграции, там ничего не знаю про твой случай, или ты идешь в университет учиться, и они не знают, как к тебе поступить. Ну, типа, ты спрашиваешь, как мне можно поступить в универ, я имею право учиться. Ну, то есть иностранцу ты имеешь в виду? Ну да, ну, допустим, я как беженец, я имею право учиться как мексиканец, да, вот. Я пришел, они говорят, а мы не знаем. Потому что... Ты первый такой. Да, но и ты же понимаешь, что это неправда, потому что там пол университета венесуэльцев. Ну, как бы, ну, ребята, да, типа, тебя просто послали и просто не хотят с тобой связываться. Это тоже как бы такая тема, что лучше мы это... избежим ответственности, но не будем тебе ничего помогать, ничего. Очень нужно постараться добиться своего. И я, например, уже понял, что иногда, когда ты во все стороны идешь и натыкаешься в как бы, тупики, проще расслабиться. Оно само разрешится. То есть тут надо просто немножко выдохнуть, типа, там, познать дзен и типа, успокоиться. Вот. Ну и, наверное, экологическая обстановка – это серьезный минус, особенно здесь, в Мехико. Вода, то, что кризис с водой, то, что каждый год становится все хуже. А что за кризис с водой? Ну, воды нет. Грубо говоря, воды нет в городе. Все, что сюда привозят, это привозная вода. То есть из крана привозная вода течет? Вся, абсолютно. Вот. Все это привозное из соседних штатов, из водохранилищ. Каждый год, когда начинается засуха, она длится, вот как я там, тебе до этого говорил, с октября до, получается, ну, плюс-минус май-июнь, это вот засуха, да, полгода. Соответственно, жаркий период – это февраль-май. Вот, соответственно, вот у тебя за это время заканчивается вода капитально. То есть в прошлом году у нас в водохранилищах осталось 5% воды. Вот. При этом, типа, это вот только на этот город, да, то есть, да, а мы же не говорим про все остальное, да. Вода есть только в некоторых штатах, типа, а-ля Юкатан, где тропики, да, типа Чиапас, где есть речки, и все, пожалуй. Все остальное – это пустыня, горы, пустыня. Вот. И никто ничего не делает. То есть вот сколько каждый год цена на воду растет, вот бутылочная вода в гаррafонах 20-литровых, которые здесь продаются, чтобы пить, когда я сюда приехал, он стоил один гаррafон 30. Сейчас он 65, по-моему. А вода, которая в квартирах течет, тоже растет? Да. Но там она не очень дорогая, потому что здесь есть определенные квоты. Если ты типа используешь в определенном там объеме, то ты платишь мало. Только ты стоит тебе превысить хотя бы на миллилитр, короче, этот объем по счетчику, все, ты платишь уже там по двойной квоте и так далее. Но когда ты живешь типа в районах для богатых, как Паланка, Рома, Кондеса, то ты по большому счету этого ничего не замечаешь. Но люди, которые живут вот там, вот если мы сейчас в окно посмотрим типа, на севере города, их, например, вырубают воду во время засухи. У тебя есть вода, например, 2 часа в день. Например, мое любимое, это когда, там, не знаю, там, с 12 до 2 часов дня, а если ты работаешь? То есть ты никогда не моешься, вот, и никогда не пьешь, очевидно, по их версии, да, как бы, и не готовишь, не моешь посуду и так далее. Естественно, там люди, у которых есть кто-то дома, там бабушки, дедушки, они там набирают вот в это время воду там, в канистры и так далее, чтобы потом помыться из душа самодельного, потому что, ну, как бы, у тебя ничего не работает. И это огромная проблема здесь. Что президент делает? Год уже на должности. Ну, в экологическом аспекте ничего вообще. Только хуже все становится. Они открывают фабрики, эти сумасшедшие. На севере страны собираются открыть фабрику Илона Маска. Уж не знаю, может, сейчас уже передумают. Там вообще нет воды. В Монтерее нет вообще воды. Там весь год отключают воду. Ну, вот. При этом, типа, люди хотят построить огромную фабрику по производству литиевых батарей, которые требуют миллионы тонн воды. А на юге, в Чиапасе, около Гватемалы, строят фабрики Кока-Колы. И там как бы есть вода сейчас все еще. Но как бы очень тупо тут строить Кока-Колу, когда люди должны пить воду, да, там, как минимум. Да? Ну, они будут Кока-Колу продавать. Ну да, то есть как бы это очень странно, и ничего не происходит. То есть как бы у нас с двух сторон океаны, можно опреснять воду как минимум, ну типа как ты ее утилизируешь, как это делают в Африке, например, да, там, или в Израиле, да. Вот. Этого ничего не происходит. Вот. И с каждым годом как бы во время засухи ты так замираешь и ждешь. Ну, вот, типа, все будет в порядке или не очень? Где я сейчас, с кем встречаюсь, что замышляю, ты хочешь знать больше, чем открыто? Тогда тебе в наш телеграм-канал Кажан17. Здесь не просто ответы. Здесь подсказки, намеки и секреты. Следи и спрашивай. Следующая съемка уже близко. И, может быть, именно твой вопрос попадет в эфир.
Все нужные ссылки в описании. Тайна зовет. Ну так какое будущее ждет Мексику? Я думаю, что если ничего, как бы не будут приняты меры, то будет, конечно, экологический коллапс большой. Вот. И это касается всех стран, которые расположены в этой полосе. Когда станет немного пожарче, мы все тут, конечно... Вот. В этом году была очень странная весна, и было не очень жарко в целом. Прошлая весна, я думал, что мы тут все умрем в городе. Вот во время, март, Все горело? апрель. Нет, это было просто жара. То есть ты просто умираешь. А ты, когда живешь на высоте 2500, ты умираешь сильнее, чем на пляже. И это было очень странно, нетипично. Все ходили, страдали. Все скупили, естественно, все вентиляторы, все, что можно было скупить. Вот. Но климат очень странный становится. То есть я здесь постоянно езжу в Мексику с 2018 года, и он поменялся в разы. То есть весна поменялась очень сильно. Она стала жарче, с кучей странных ураганов потом появляются, хотя в Мехико нет ураганов из-за расположения географического, вот. Но они вокруг там разрушают города. Вот. И если мы не только в Мексике, но если мы как человечество, не станем что-то предпринимать по этому поводу, то, наверное, ничего хорошего не кончится. А пожары такие крупные есть, как Штаты каждый год горят? Здесь весной мы ехали с Акапулько в апреле, горело все. Мы в автобус ехали вот так вот, закрыв, по влажным полотенцем, нос, потому что мы ехали сквозь пламя, и сгорело почти, то есть возле Куэрнаваки, это Морелос, соседний штат, там горело все. То есть леса горели капитально. Вот. И опять же, да, их тушат, но все то же самое, как и в России. Каждый год как будто это какой-то сюрприз, знаешь, у вас каждый год горит одно и то же, почему не можете подготовиться, да, прорыть канавки, поставить вышку, не знаю, посадить туда человека, тем более тут, работа на вес золота, всегда люди найдутся, кто захочет сидеть на вышке там наверху. Но никто ничего не делает. Это, мне кажется, такая вещь, которая нас объединяет очень сильно, вот это авось. Авось в этом году не случится. Это такой, если 10 лет перед этим случалось, то, наверное, в этот раз тоже случится. То есть, если говорить про страны, некоторые страны говорят с точки зрения будущего, потонут, то Мексика не потонет, она будет гореть, да? Гореть и высохнет просто. Может, не столько будет, сильно пожаров, потому что леса-то немного где есть. Вот, они только в южной части. На севере там не леса, там такие пустыня. Кактусы. Да, если ты приедешь в Чиуауа, там просто пустыня. Ты едешь, там просто такое плоское, непонятно что, и оно серого цвета, и все, там пустыня. Вот. Но при этом там, немного другой климат, как в любой пустыне, там, днем супер жарко, ночью супер холодно, да, то есть там немножко другой климат, как здесь, вот. Но мне кажется, то, что будет 100 пудов, это коллапс с водой, и вода – это прям большая проблема. И очень много людей, я разговаривал с психологами, которые здесь, работают, просто частные консультации, групповой терапии, и мне рассказали, что, одна из проблем, которые люди приходят к психологам, это их паранойя по поводу того, что случится экологическая катастрофа. Вот это очень интересный феномен, который, мне кажется, относительно новый. В России, например, никто про это вообще не думает, воды включил кран и пошел отдыхать, да? Вот. А ведь здесь это прям реально проблема, что люди боятся, что завтра они включат, а там ничего, воды нет, и воды нигде нет, и что делать? Мне кажется, это интересный тоже феномен для исследований, скажем. А Мексика вообще сама по себе все-таки такая большая страна, что экспортирует? Тут мы очень похожи. Газ и нефть. Вот нефть, она экспортирует, нефть и агропромышленность, то есть фрукты, овощи, кукуруза и так далее. Но теперь с новыми налогами, которые ввел Трамп, вроде как мы сами будем это есть. Вот. Зато на прилавках будут всегда фрукты. Потому что вроде как это не имеет смысла туда везти. Тут всегда и так все битком, эти самые фрукты. Хотя очень много тоже из США привезено. Возможно, теперь этого не будет. Яблоки, например, все американские. Здесь нет местных яблок. То есть все, что ты покупаешь. Надо сажать. Да. Возможно, тут что-то появится, заменится и так далее. агропромышленность, нефть, металлы редкие здесь добывают, в том числе все, что нужно для батареек и так далее. Поэтому Илон Маск хочет на месте строить и сразу производить здесь. Здесь это проще получается. И, соответственно, мы
первые, мне кажется, во всем мире по производству марихуаны. И типа, которые марихуана подняла Мексику с колен в свое время. Вот, типа, главный продукт. Типа, пока не пришел кокаин в конце, по-моему, 90-х, ну вот, из Колумбии, когда его не стали привозить, мне кажется, марихуана была главным продуктом. Смотри, но в США же есть легализованные штаты по употреблению марихуаны. А в Мексике есть такие, нет? Да, да. Ну, здесь не то, что штаты, здесь есть легалайз, и до определенных размеров. Я не помню четко, то есть точно можно сколько-то кустиков на семью иметь, и можно продавать в малых объемах, а потреблять вообще не запрещено, хоть ты что делаешь. Это по всей Мексике? Да, да. Да. То есть, подожди, то есть употребление марихуаны, человек идет курить на улице, это нормально? Да, абсолютно. Ты можешь перед полицейским покурить. Вон в центре города тут есть уголочек, там так они у них написано 420 комьюнити, вот. И типа они там продают, курят и всякие еще делают, ну, типа серии из конопляных листьев поделки, ну, в общем, такая раста. Подожди, но это согласно федеральному закону да. указано, что свободное? Да, ты можешь спокойно это сделать. Если, понимаешь, в чем дело? Люди, которые продают на улице, они, по идее, подставляются, потому что они же продают не в малых объемах, у них же с собой всегда много. И это единственные люди, которые подставляются. А если тебе, значит, грубо говоря... Ну, курьер привез. Да, такой. курьер привез, то вообще... А ты можешь хранить у себя сколько угодно. Вот выращивать ты можешь, по-моему, если не ошибаюсь, 3 куста. Ну, то есть, если я могу ошибаться, но я всегда смотрю на своих соседей, у которых стоит на балконе 3 куста. Думаю, наверное, это норма. Именно 3 куста. Возможно, там какие-то другие. Причем это в открытом формате все могут видеть. Конечно, абсолютно. Вот. И то, что здесь иногда идешь по улице, и там пахнет, ты такой, господи, откуда это прекрасно пахнет, значит, да, ну, это значит, кто-то просто стоит курит на улице без проблем. На любом даже публичном ивенте ты часто, там, типа, не знаю, чувствуешь, что кто-то курит, и это абсолютно нормально. Твои рекомендации людям, которые вот в поисках страны не знают туда-сюда, потому что я только что описал, некоторые приезжают со своими тараканами, требованиями, да, и начинают говорить, ой, здесь медленно, здесь не нравится. Кому вообще ты рекомендуешь Мексику? Это большой вопрос, потому что, мне кажется, я никому не порекомендую переезжать куда-то вслепую. То есть вот у меня как раз друг... Мой лучший друг из Питера, он сюда переехал вслепую, но по причине того, что когда вот как раз начиналась там мобилизация и так далее. И для него, конечно, возможно, это был такой культурный шок. Вот. Он, тем более, очень проевропейский чувак, и типа там Германия – это его любимая страна. Это типа что-то противоположное Германии полное, знаешь, типа из этой серии. Вот. То, наверное, я бы, порекомендовал тем, кто открыт для новых каких-то впечатлений, которые не, знаешь, не типа серии «я вот еду, и чтобы там было вот как вот я хочу», да. Вот, расслабленных людей, которые не фрик-контроль, которые, знаешь, типа хотят все контролировать. Вот, тем, кому нравится культура латиноамериканская, в частности мексиканская, я, допустим, вырос на мексиканских фильмах там, с подросткового возраста, потому что я очень киноман, да, типа я смотрел артхаусные фильмы там с 14-13 лет, наверное. По телеку их тогда еще показывали, еще можно было это все показывать, ну ладно. И, как бы, наверное, если есть какая-то культурная завязка, то это прям супер. То есть, если человек, там, не знаю, увлекается там, культурой, там, древней мексиканской культуры, там, альмеки, ацтеки, майя и так далее. Если у человека нравится, там, не знаю, современное искусство, здесь дофига современного искусства, очень клево. Я тут еще заметил, что тут много собирается экзотериков, шаманов. Да, и вот эта тема вообще отдельная. Если нравятся всякие от тарологов до шаманов, вот это все сюда, все к нам. Ну, вот, можно спокойно. Дешево и очень эффективно. Причем тут нету, вот сейчас я слышал, в России начинают запреты ставить на рекламу в соцсетях для экзотериков и всяких таких. То здесь все тут открыто. Здесь вообще, да, если вы работаете в этом сегменте рынка, you're welcome. Ну, вот. Наверное, еще очень важно, ну, типа, ожидание от климата, типа, да, что здесь не все могут выдерживать этот климат, даже в Мехико, где, в принципе, плюс-минус средний климат по стране, то, наверное, нужно подумать, что если вы хорошо переносите жару и много солнца, солнце действительно очень сильное, то, наверное, надо взвесить за и против. Еда, да, что, типа, вы готовы выжить без хлеба, это просто уже... Без гречки. Да, и без гречки. Нет, здесь можно купить гречку, они будут делать рекламу этому магазину, да, но, честно говоря, я вообще не понимаю, зачем. Ну, вот. Зачем вы сюда ехать, чтобы гречку свою есть? Ну, вот. И что еще? Ну, и, наверное, ожидания от людей тоже. То есть нужно понимать, что мексиканцы, несмотря на то, что мы вроде как немного близкие, то это вот ощущение авось, типа вот расслабленности, они очень
гипервежливые, но это не значит, что это типа на самом деле. Ну, то есть нужно понимать, что это не потому, что вам лицемерят и там типа вас не любят. Это просто особенности культуры такие. Но все-таки стоит, прежде чем прилетать в Мексику, изучить страну. Потому что я слышал, знаешь, есть некоторые люди, я там почитал, посмотрел ролики, да, на месте разберемся. Да. То есть так лучше не стоит делать. Мои любимые люди, которые сюда приезжают, насмотревшись, я не помню, как зовут этого блогера, который делает самые опасные места мира. И он сделал выпуск про самую опасную Мексику и снял, типа, вот там, в разных местах Мексики, типа, якобы, как он такой смелый, храбрый, там гуляет спокойно с камерой огромной, ага. Ну вот. И, значит, они, насмотревшись это, почему-то сюда приезжают. И я такой, вы как-то, где какая-то логика? Вам хочется адреналина? Вот. То есть, наверное, да, нужно изучить, как бы, пообщаться, если есть какие-то знакомые, знакомых там и так далее, пообщаться с кем-то, там, спросить вообще, как, что, там. Наверное, еще зависит, из какого ты города и куда ты хочешь поехать. То есть у меня есть друг, украинец, он типа, он очень хочет поехать, он сейчас живет в Мехико, но хочет поехать жить на ферме. У него мечта делать ранчо. Там, разводить сыр, куриц разводить. Ну, наверное, тут под каждого можно найти что-то, просто нужно не зацикливаться на том, что я хочу жить в большом городе и там, типа, в столице, и, в общем, страдать при этом, да, если у тебя там нет рядом воды, у нас здесь нет там ни пляжа, ничего, да, в Мехико. Ну вот, наверное, стоит как бы выбрать себе место, поездить по стране. Я посетил уже больше половины страны, то есть у меня, по-моему, всего здесь... У меня, наверное, 15-16 штатов я уже посетил. То есть свое будущее ты видишь в Мексике? Да, ну, безусловно, то есть я не хочу никуда уезжать, вот. Ну, я хочу, может быть, я поездить хочу по миру и так далее, я много всегда путешествовал, только сейчас застрял здесь немножко, вот. А сейчас я еще учусь, поэтому я не могу никуда уехать из-за учебы. И, да, я хочу здесь жить. Вот мой план как раз, мне не нужно ранчо с курицами и производством сыра, но я хочу ранчо с лошадками, это мой план, типа лошадок разводить на старости лет, если будет вода, вот, если мы доживем, ну и развиваться здесь в кино, поскольку я учусь в киноиндустрии, в киношколе, и мне нужно как бы здесь освоиться именно в местном кинопроизводстве, вот, поэтому план такой, конечно. Ты здесь счастлив? Ой, я здесь... Знаешь, это иногда случаются странные дни, когда ты выходишь на улицу, и ты такой, типа, господи, какой прекрасный город, и как хорошо, что я сделал когда-то принял это решение, которое очень непростое, и куча всего произошло за 4 года, но я прям выхожу, сам себе говорю, спасибо. Вот, наконец-то я в том месте, где я чувствую себя дома, счастливым, и меня окружают люди, которых я люблю, и которые меня любят, да, которые меня принимают. Вопросы остаются без ответов. А может, ты просто не задал их вслух? Загляни в комментарии и напиши. Возможно, именно твой вопрос откроет новую тему в следующем подкасте с теми, кто живет в Латинской Америке. Хочешь знать больше? Будь ближе. Подпишись и включи уведомления.